Старперцы. Cash and Berg. И это все, что вам необходимо знать об этом шоу. Cash and Berg. Старперцы шоу. Live из студии. Да, старперцы вас приветствуют. Гутен Морген всем, кто присоединился к нам и на странице, и в интернете, и где угодно. Сегодня... Хотелось бы поприветствовать, и название кофе. И название Да. кофе, да. Но- Кофе имени Гриши. Нет, где те самые спонсоры, И которые чай могли бы, имени, и чай Да. имени Эдмунда. Да. Вот так, сейчас заем, чтобы не видно, как называется. Чуть не питье. сказал Ахмат чай, кстати, да. Ну ладно, это слово. О. Рано еще. Рано. Ну ничего. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что у нас творится у прессы, как говорит Гриша. Он всегда говорит так, когда находится один и дома. Прессы. У прессы, да. Взяли мы журнал «Касьяунс», открыли, и вот вам на 8-й странице огромный репортаж. Огромнейший репортаж о том, как Улдис Думпис отмечал свое 80-летие, свой славный, классный юбилей. Мы еще раз поздравляем Улдиса с этой славной датой. И множество, посмотри, Гриша, ведь множество народа пришло его поздравить. Еще пришло, да. Еще пришло, да. Да. И, кстати, ему же, наверное, присвоили звание какое-нибудь. Нет, народный артист СССР был, да? Он уже давно. Да. Он уже давно все звания получил. Ну, щас- Аки и орден 3 звезд. Он является офицером ордена 3 звезд. Ах, вот как. Да. Ну и там, конечно, денежная премия, квартира новая. Нифига. Вот его на самом деле пригласил к себе в гости в замок на чашечку чая. Не будем рекламировать какого, президент нашей страны. Печенье хоть Да, были? и вот мы имеем, кстати, вот это фото можно показать. Мы имеем в правом верхнем углу как раз-таки фотографию, как господин Ренкевич приветствует Улдиса Думписа с супругой Дайной у себя во дворце президентском. Кстати, вся семья Думписа была приглашена, не только он один. Там и детишки тоже на чай сбегали к президенту, внучки, да. Ну и как ты думаешь, Гриша, что же вручили Думпису на 80 лет? Чем Ренкевич пожаловал, так сказать, Квартиру с президентского нет, да. плеча? Хоба! Машину нет. Нет, Какие еще машины варианты есть? нет. Там Ну, деньги. Самолет. Самолет. Private jet. Такой маленький, да? Бумажный. Нет, друзья, наш уважаемый и прославленный актер получил из рук президента памятный адрес. Прости, не понял еще раз. Ну, табличку такую, ну, Где написано «Мой адрес» даже. хреновину в рамке, дескать, вот тебе с 80-летием тебе памятный адрес. А чей адрес там, президент или Думписа, Адрес чтобы не это- забывал? Адрес, Гриша, это как бы диплом, как бы почетная грамота. Раньше это называлось почетной грамотой. А я думал, так, смотри, там адрес, пишите сами, какой Пишите дом вам сами, нравится, он ваш. Да, я в резиденции, пишите мне в резиденцию. Ну и на самом деле на первой странице, как его встречали, как он был в гостях у президента, а на 10-й странице, в следующий разворот, там вся творческая братья Национального театра и процесс поздравления на сцене. Что? Братья в театре, это как-то, ты знаешь, это так, да. Ну, а ты как хотел сказать? Не, это все-таки... Надо идти в ногу со временем, Гриша, братья. Теперь, это еще добавок-то, чтобы там, как такая дружба, ты хочешь сказать, творческая. Конечно. Нет, я об этом Это же- читал, но не видел ни разу. Это же серпентарий единомышленников. Гриш. вот О так чем ты даже, говоришь? Да. Ну вот. Мне на самом деле порадовал Гирт Яковлев на одной из фотографий. Он- на Гирт этом развороте. Яковлев? Да, вот этот с усиками. Гирт отпустил усики, или это ему... Я понимаю, что они в образе из Скродер Дэна Силмача, тут все собрались, там и Сканес, и А он и опирается Яков, да. на винтовку чекиста, нет? Это какая винтовка, Гриша? Это что там? Я не вижу. Это палочка. А, палочка, извини, Это пожалуйста. штокс. А он был в образе Петерса, да? Да. Ну и, кстати, тут,
краткий перечень того, кто пришел поздравить уважаемого артиста, включая нашего любимого маэстро. Кстати, вот я первое, где его увидел, это было «Тобаго меняет курс», он там играл, да. Кто? Это, кстати, Думпис, да. Так вот, самое смешное, что я вообще... Ты первый фильм увидел «Тобаго меняет Я курс»? увидел его первый, да. И самое смешное, что мне тогда объяснял отец, что такое «Тобаго». Я думал, что это с табаком связано, да? Да. Оказалось, что это остров, почему-то так тихо. Причем Да, он так сказал, тихо. Причем Да. Он сказал, когда-то там. Да. Почему-то герцог, я, кстати, тогда узнал, кто такой герцог якобы, да. А куда остров подевался? Это же наши? Он до сих пор себя прекрасно чувствует, но уже давно не наш. Можно вернуть. Сейчас принято возвращать. Ути-пути-пути, Гриша. Ути-пути-пути. Ну что там? Кстати, пути, да. Поехали Пути. на 12 страницу. И на 12 странице, Гриша, мы с тобой начинаем разговаривать про деньги. Куда поехал? Далеко. Вот оно, да. Хочется деньги. Скажи, пожалуйста, у тебя кредиты есть? Да, есть, конечно. А быстрые? Быстрые, это как быстро? В смысле, быстро Ну как отдать быстро? Вот можно? пришел, скажи, ядри твой косвень, вот мне не хватает денег, дайте денег, и тебе быстренько под залог Ты чего-то вообще там. видел какие-то, господи, проценты? Да, это вообще. Нет, Гриша, есть быстрые кредиты, на которых люди делают огромные бабки. А, те, кто Даже, дает. да, до миллионов доходят, ну, там 6 нулей, это не последняя цифра. И вот тут как раз-таки у нас на 12 странице журнала «Кассианс» как разделили свое имущество король быстрых кредитов Айгарс Кессенфелд. Я думаю, тебе эта фамилия ни хрена не говорит. Не совершенно первый раз слышу, Ну, да. вот, правильно. Вот Но там это человек, который половину страны, скажем так, аккредитил, да. Послушай, они быстро разделили кредиты или что? Или Они доходы быстро от разделили кредитов? свое имущество, чтобы... А то вдруг, понимаешь ли, ты же знаешь, закон как дышло, как повернешь, так и вышло. Ну там же цветы, вот он, кому цветы? Кстати, там вот какая-то... Да мало ли кому он цветы несет. Прости, вот там знакомая вот за плечом его. Ах, надо... Неужели? Не, ну я... Да не верю. я... Ничего себе. Ну слева от него это его жена, понятно. Справа от него жена, Да. вот это вот, да? Ну, если так смотреть, так на фотографию слева, а вот справа. А я не ответил на ее звонок. Ах, дурень ты, Гриша. Ох, Нет, дурень. телефона жены нет, она, надеюсь, не бедная, да? Дурень, Да. Гришка, пожалеешь ты об этом еще Да, как. кредит не получил. Ну, коль скоро мы заговорили о деньгах, то давайте переедем на 19 и 18 страницы. Чуть дальше, следующее. Вот оно. Что в кошельке у новой власти, у новых министров? И тут мы можем заглянуть в кошелек вот ко всем вышеупомянутым товарищам. Начиная от Анды Чакши, которую, ну, только ленивый, по-моему, не шпинял за то, что она вообще еще в министра ходит. А девушке плевать. Девушке плевать, и она спокойно себя чувствует. И даже вот, как она сказала, в прошлом году она по совету друзей, если цитировать известный кинофильм, приобрела автомобиль мини Countryman Cooper. Что это такое вообще? Маленький такой, да? Такий маленький, такий красивенький. А взяла кредит быстрый у А предыдущего? черт его знает. Сие покрыт. Наш товарищ, любимый министр здравоохранения Хосам Абу-Мери, щирый латыш из Курзема, у него оказывается 200 тысяч. Долг, Гриша, долго. Хорошо. Министр в долгах, в шелках. Стоп. У как него бы? до этого было 2 жены, сейчас 3. Ты думаешь, я что? Ну, алименты платит всем, что ли? Нет, не алименты, но скажем, надо поделиться квартирой. Ты этого не знаешь. У тебя, к сожалению, У меня одна к жена. сожалению, к счастью, извини, пожалуйста, была только есть. И есть. квартира, нет, две, Да. хорошо. две Одна квартиры. жена, да, тебе и делиться не надо. Нет, 2 квартиры, Да. одна жена. Вот он скупой мужчина, да, который не хочет взять кредиты и подарить что-нибудь, да. Да. Что в кошельке у новоиспеченного министра климата и энергетики, у Каспара Мелниса? Вы также можете узнать из этого журнала, а также чем богат и чем радуется Арвилс Ашераденс, который опять у нас министр А экономики. кто там Лайме Латвия Слотто? Ну, это повезло Арманду Краузе, повезло. Сколько раз повезло? Сколько раз вот в Сколько Латвии- повезло, столько Да, повезло. Да, и никто ничего не говорит. Но, смотри, что интересно. Наш любимый персонаж, экс-премьер-министр Артур Скрещанис Каринч, оказывается,
Тоже на 30 тысяч акций еще американских приобрел. Причем чувак имеет активы как в Америке, так и в Латвии. И я так понимаю, что это не считая того, что на жену записано. Потому что Пионерский кинотеатр продавал не он лично, а его жена. Поэтому тут, понимаешь, все деньги должны оставаться в семье. Там еще что-то с домом, где ты начинал там диджеить. Да, когда-то, да. Полиграфистов, по-моему, это клуб был, да? Да. Ну вот, а если перевернуть страницу следующую. Полиграфистов имени Каринич. Каринич полиграфист. Да. Вот. Тут в продолжении темы, и тут, друзья, мы можем узнать, что в кошельке у новоиспеченного министра культуры Агнеса Логина. Вот человеку повезло, вот понимаешь, ни в 13, ни в 14,7 дама не попала, будучи как бы депутатом Рижской думы, и вдруг, хопа, такой экстравагантный сальто-мортале, прыжок сразу из думы в кресло министра культуры. Да. Гриша. И, кстати, это практически чуть ли не первый раз, когда не национально озабоченная. Вот 33 года даме. Да, вот это. Девушке, пардон. А так она, кстати, смело Прогрессивная. интервью. Да. Она прогрессивная во всех смыслах, потому что она и от партии прогрессивная, и так она прогрессивная. Прогрессивные это те, которые борются за то, чтобы там это и семьи были разнообразные, это оттуда, да? Я имею в виду, это же они. Нет, так это уже даже сама Турция отменила эту конвенцию, а мы все за нее боремся. Да, кстати, но как написали товарищи в сетях, там 600 миллионов отката за принятие этой конвенции, якобы. Ну ладно, это сплетни, а мы с тобой сплетнями не занимаемся, Гриш, правда? Мы их читаем, да. Да. Вот, но самое главное, что мы теперь будем знать, чем богат министр внутренних дел нашей страны Рихард Козловский. И самое главное, вот Инесе Либиня Эгнере, наш министр юстиции. Молодая женщина. Да. И что? Оказывается, у нее ни накоплений, ни долгов. Вот молодец, вот так надо жить. Как у женщины появляется вторая фамилия, обычно жизнь устраивается, понимаешь? Тогда сразу могу сказать. Ты думаешь, да. этот второй, он всегда все регулирует? Ну, это раз, да. А еще, почему он оставляет первую фамилию, да? Это, был бы ты... Это вдруг там уже денег, это, соответственно, уже нет, да, то возвращайся к одной фамилии. Да, это так, извини, пожалуйста. А ты бы был, скажем так, я бы... по экс-супруге Как я могу? Берг, кто бы ты был? А вот оно. И тут мы переплываем плавно на 22-ю страницу, и в рубрике «Выход недели», так говорит, цыганочка с выходом, это хоба! Это не Депардье? Это не Депардье. В шляпе похож. Это пастор Valmierской Svētās Īmaņa draudzes mācītājs. Вот. Валтерс Коралс. И причем у человека юбилей, 31 год совместной жизни с женой, 2 детей. И, казалось бы, надо было отмечать юбилей с ней, да? Казалось бы. Ну зачем она нужна? 31 год. А он молодой, красивый, на Депардье в шляпе похож. Вот мерзавец, да, Гриша. Да. А кто рядом, не понял? А вот рядом это дама, которая его сопровождала в светские, так сказать, на светские рауты, на светские балы. И он решил ей подарить не цветок, а вот там наколочку. Вот, Ты думаешь, это наколочка? Это не чулки, нет? Не колготки какие-то? Ну, какая женщина сейчас, я могу сказать. Ой, Гриша, я не знаю. Я не специалист. Я не специалист такой большой в этой области. Ой, я могу тебе сказать, не дай бог тебе, да, иногда бывают такие женщины. Что мне не дай бог? Слышал, конечно, да. Я могу сказать, я когда увидел, я думаю, блин, да как же так можно потратить на это все деньги, понимаешь? Вот это. А раньше были, помнишь, такое-то, вот здесь как положено, да, эти самые, да, крест, да, здесь купола, все положено, Гришка. да. Товарищ, отец народов. Товарищ Петр. Да, вот так вот на сердце. Вот было как-то так солидно. А сейчас такая херня. Да, просто. Шайза. Да, вот просто как-то смешно. Раньше, помнишь, это было, который Д'Артаньяна доставала, как ее звали? Миледи эту. Она уже стеснялась вот этого... Клима. Да, там Лилия была маленькая такая. Я фотографию не видел, правда, да? Да, хотя цветную видел фотографию. Кого? Во всей красе? Сзади. Да. Понятно. И там маленькая такая фотография. Да. Я думаю, она стеснялась. Это ты не туда смотрел. Да, а теперь женщина наоборот. Да, я милая, иди, ну и что? Да. Где мой Д'Артаньян? Вот он, да. пастор
Кстати, а разве пастор так одевается? Это модный пастор. Ах, вот как. Ну вот 28-я страница того же журнала, друзья, и мы видим нового спикера нашего Сайма. Любители покопаться в чужих кошельках и в чужих биографиях запросто могут узнать, что принадлежит новому спикеру Сайма Дайги Мерини. И даже вот эта шутка «после Каринча приходит Мериня», это было хорошо, да. Постой, ее же понять, за что я помню. Она не знает английского языка, по-моему. Она сама сказала, что она не знает, да, и ее начали за это шпинять. И сразу вспомнился этот хороший старый добрый анекдот. Гриш, ты английский знаешь, да? Что такое welcome? Коврик у дверей. Кстати, у меня как раз вот это вот и написано. А я думал, что это латышское слово. Ну, значит, ты знаешь Я английский купил в язык? магазине. В магазине. Да. Нет, это, конечно, весело. А почему она должна знать английский? Вот совершенно не понимаю. Почему? Я совершенно не понимаю. Вообще языки знать это хорошо. Во-первых, это развивает твои умственные способности, твой мозг работает. Ага, но он тебя до Альцгеймера доведет значительно позже. Да, второе, он тебя всегда устроит за границей. Да, работать. Кстати, она предложила учить эстонский около границы Эстонии, школу. Пускай учат Эстонию, поскольку многие, оказывается, в Эстонии работают, там зарплата. Вот она думает о людях, сразу могу сказать. Гришка, как там было про Альцгеймер? Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли. Вот. Нет, а еще это классик, говорю. Что лучше, когда Альцгеймер или Паркинсон? Оказывается, Паркинсон, да. Альцгеймер, если вот купил водку и спрятал от жены, и не можешь вспомнить. А там хоть донесешь хоть половина, понимаешь, да. Вот так вот, да. 35-я страница журнала. Друзья, репортаж. В конце сентября 104-ю годовщину отметил наш родной Латвийский университет, откуда меня сын Яза с 3-го курса чекисты сняли. Но все равно, пусть он будет здоров, этот университет. Ты в отместку с ним выучил итальянский. Да, вот, ты пошел и сказал, вот вам, выучу итальянский. Вафанкуло. Что вы сказали, не ваше дело. Вот, и как здесь, как проходило празднование 104-й годовщины основания университета, и как ректор, президент, нет, она не президент, она председатель, она председатель студенческого парламента университета, как они разрезают шикарный огромный торт многоярусный, аж раз, два, три, четыре, пять, о том, как люди танцуют и как их радовал Интерс Бусулис своим творчеством, песнями и зажигательными, я бы сказал, мотивами. Какой, извини, пожалуйста. Да. Пятиярусный, красивый. Я могу сказать, деньги там есть, у студентов хорошо берут. Да. Гриш, ты когда учился последний раз? Последний раз, да. Я учился учерось. Да. Учерось? И чему ты учился учерось? Мне показывали в магазине, как правильно выбирать продукты, чтобы дешевше было. Не понял? Вот это как? Ну вот так там, оказывается, есть такие, смотреть надо там, что маленько так написано, да? Ты вот приходишь, говоришь, опаньки, смотри, 5 евро стоит. А говорит, а вы там смотрите внизу, а вот то, что стоит 6, она дешевле. Как? Там, оказывается, килограммчики, а вот это не смотри. Блин, я тебе могу сказать, это искусство. Ну, чем будем заканчивать обзор Касьянов? Гриш, я думаю, чем-нибудь позитивным, хорошим. 47 и 46 страницы. Вот, 47 статьей будем заканчивать. 46 страницей, Гриша. Это что такое? Друзья, у нас, оказывается, можно проехать по городу аж до самого моря. От города до моря. Так и называется материал. Дело в том, что открыта самая длинная велодорожка в Риге Иманта-Даугавгрива. Постой, там велодорожка, а на чем он едет? На велосипеде? Ты спроси, кто открывал это? Ну, кто? Ну, конечно, мэр. Он должен всюду должен показать свой личико. Предыдущий-то флаги бегал, снимал, ему повезло. А этому нечего уже снимать. Понимаешь, там? Вилнес Кирсис едет на самокате электрическом по новоиспеченной велодорожке, так сказать, ее открывает. А я бы еще, знаешь, я бы еще ехал там и одной ногой бы сбивал эти столбики предыдущего мэра. Знаешь, так едете, как футбол. Типа там кыш. Теперь самокаты сбивают. Противный, да. Нет, вообще это очень интересно. А как он, представляешь, он вышел так, я представляю, как это было. Вышел он так, и он туда и смотрит туда, и вдруг ему говорят, смотрите, в кустах лежит самокат. Да быть не может. Случайно. Да, и заряженный, да, из этого. Как мне повезло, были бы музыкантом, был бы рояль.
Стейнвей стоял бы. Да, вот. Нет, конечно, везет. Мэру это просто везет. Но- Но кататься на самокате по велодорожке, это как бы, не Заметь, знаю. 12 километров 100 метров проехать на электросамокате по этой дорожке, это надо еще иметь и физику, Что он Гриша. ел, и все, ехал и ехал. Да? Не, ну так продолжительность велодорожки 12,1 километр. Ну а что ты тогда за мэр, если ты не можешь проехать всю дорожку от начала до конца? На велосипеде. Зачем? На электросамокате. Тебе же подогнали случайно стоявший в кустах электросамокат, заряженный. Ё-моё, честно говоря, куда деньги уходят? А знаешь, сколько там, посмотри, сколько людей по этим дорожкам едет? Ты просто вообще... Вот на улице вот Чака, посмотри, она всегда забита, особенно зимой. И Всегда. особенно загорелые хлопцы из Пакистана и из Индии, которые с сумками за плечами, они там есть, они да. пилюют на тех, кто идет по тротуару и шуруют. И Да, настоящие. если велодорожка заснежена, то они шуруют по тротуару, они не стесняются. А вот скажи, вот в нашем детстве, я хорошо помню, по тротуару нельзя было ездить. Ну, конечно, нельзя. Даже вот на школьник у меня был велосипед, он был ехать вот так рядышком. Да. А что сейчас случилось? Велосипедов школьников нет. Да, чёрт да, побери. вот были бы Школьников они, стало ездили. меньше, Да, и велосипедов велосипедов. было меньше. И на велосипеды права Да. теперь требуются. Ну что? Ну, это был обзор журнала «Касс Яунса». Все остальное прочтете сами. Кто с кем живет, кто с кем спит, кто с кем развелся. Там этого много. Да. И Насим, я думаю, надо по чашечке чая и кофе принять. Нет, кофе дороже, надо пить кофе. А Когда я- в я гостях, почти- пей кофе. Я много Хорошо. раз говорю. У да. нас кофейно-чайная пауза, друзья. Да. Увидимся позже. Старперцы. Кэш энд Бэнк. И это все, что вам необходимо знать об этом шоу. Кэш энд Бэнк. Старперцы шоу. Live из студии.